Добрый день. Ну, я хотел бы сразу обратиться к людям без обид, ну, людей с неустойчивой психикой, с верой в коллективный разум и свою собственную исключительность. Я прям сильно не рекомендую дальше смотреть. Значит, о чем речь? Ну, в общем, я предупредил. Вот у нас есть задняя бабка станка ВМ-210. Ну, в моем случае РМЦ-600. Ну, это, в общем-то, не имеет значения. Я так понимаю, они одинаковые. Э, Дошли у меня руки до задней бабки. Ну, может быть, сейчас кто-то скажет, к сожалению. Ну, в общем, как есть. Дошли руки, и вот, собственно говоря, вот что я увидел, когда начал пытаться ее, как бы так сказать, регулировать. Вот это, ну, то есть вот, кто видел станок, да, вот здесь одно отверстие, второе, третье, четвертое. Значит, вот таким образом регулируется положение, то есть горизонтальное положение задней бабки. Ну, все вроде здорово. Что касается регулировки, наверное, тут все здорово. Наверное. Но вообще, хотя, конечно, если честно, я не уверен. Потому что мне это категорически не нравится. Ну ладно, бог с ним. Регулировка вроде какая-то есть. Какая-то. Я прям вот подчеркиваю именно слово какая-то. Что насчет фиксации? Как верхнюю часть зафиксировать относительно нижней? Я, честно говоря, я не токарь. Я инженер-конструктор, там, механик, ну и так далее. Я немножко проще отношусь ко всему. Может быть, на всех станках вот так вот, я не знаю. Значит, на всех станках такая идиотская конструкция. Ну, значит, будем исправлять. Но я что-то очень сильно сомневаюсь, что она такая на всех. Я думаю, что это вот или на одном таком, или что-то еще. Но вот эта конструкция, это устройство винтов, оно категорически не позволяет зафиксировать верхнюю часть относительно нижней. Не позволяет. Никак. Значит, как ты ее не поджимай поджимным, да, винтом, все равно она будет стремиться в процессе обработки деталей к смещению. И при больших усилиях она может сдвинуться, потому что вот эти винтики, ну, они ее не удержат. Вот как по мне, вообще, конечно, я, честно говоря, с большим уважением отношусь к братьям-китайцам. Они вот прям молодцы. Вот, но это чепуха. Вот это вот чепуха. Ну ладно, не будем разглагольствовать. Я уже насчет там, людей с психикой предупредил. Ну, не согласны дальше, не смотрите. Ну, в принципе, я все равно не считаю, что надо делать так, как надо делать. Вне зависимости от там чьего-то мнения. Вот, значит, что я здесь придумал. А придумал я, ну, вернее, не так. Мое это, так сказать, моя идея была, имела эволюцию. Она эволюционировала, значит, вот из первоначального такой затеи. Значит, что это такое? Ну, вот тут кусочек из листа 10 я вот вырезал такую деталь. Сейчас. Вот, значит, вырезал такую деталь. Ну, а-ля... Ой, кстати, вру, что-то я наврал. Это не лист был. Это был вообще-то квадрат 12. Ну ладно, неважно. Вот. И, в общем, я вот решил сделать первоначально вот такую вот штуку. То есть сюда прикрепить,
а здесь соответствующие, и здесь винты. Но меня смутило то, что здесь места, мягко говоря, не сильно много. И на 2 отверстия места нет. Да, ой, кстати, это я неправильно. Это вот так вот у нас полагается. Вот, ниже нельзя ее расположить, потому что там будет, чтобы она не мешала заходить в этот проем суппорта. Ну, мне не хочется слишком уж сильно отдалять центр, заднюю бабку от, возможно, суппорта. Так вот, и здесь получается места достаточно мало. Под 2 винта. Я боюсь там всяких ситуаций. А если один винт сделать, то возможно поворот, вот это смещение. То есть как-то там ее не оберегая, все равно где-то можно задеть, и она возможно смещение. Поэтому в итоге от этой затеи я отказался. Отказался в пользу вот такой вот детали. Уже как раз из 10-го листа. Вырезал я соответствующую вот эту вот выемку. И вот так вот это планируется к монтажу. То есть здесь будут 2 отверстия. Соответственно, в самой нижней части задней бабки. Я, честно, не знаю, как называется. В общем, в ней будут, соответственно, они повторены за один установ. И просверлена здесь резьба. Ну и с обратной стороны то же самое. Вот. А в верхней части пластины будут сделаны резьбовые отверстия. Ну, я пока предполагаю М5. Да, винты будут все под внутренний шестигранник. Максимально убираться внутрь. Таким образом, сейчас теперь давайте уж первую часть вот так вот выглядеть. Это будет вот примерно вот так. Сейчас. То есть тут будут винты, это будет, ну, я назвал это колодка, которая будет винтами фиксировать подвижную часть задней бабки в горизонтальной плоскости. И таким образом этими же винтами она будет, собственно, регулироваться. То есть, ослабляя одни, можно будет надвигать другие. И потом все их зажимать, что важно. И это должно обеспечить надежную фиксацию задней бабки от горизонтального смещения. Вот такой план. Все, значит, если... Ну ладно, давайте без если. Все, такой план. Все, работаем. Так, продолжаем. Ну, собственно, смонтировал я 2 колодки. Значит, вот они вот так вот все наезжают сюда. То есть все, ну, то, что хотел, все получилось. То есть перемещению это не мешает. Ну, очевидно, это будет, скорее всего, мешать малой продольной в дальнейшем. Не знаю, может быть, надо будет винты здесь поменять. Пока вот винты, это вот прям вот первое приближение. Тут самый главный смысл. Сейчас я хочу все это разобрать. Основные винты на красный фиксатор посадить. А здесь, наверное, на синий. Хотя, не знаю, может быть, пока вообще. Здесь гайки. Может, пока вообще без фиксатора. Ну, я хочу посмотреть вообще, что из этого получится. Так, вот при монтаже, собственно, бабки. Вот так вот это выглядит. Так, ну, там фиксатор сейчас демонтирован. То есть, вот, собственно говоря, что я изобрел.
Это первая часть, я так думаю. Сейчас, наверное, надо будет получить свою долю хейта. Ну, что поделаешь, такова жизнь. Вот. Вторая часть — это уже, собственно, регулировка. Надо будет поиграться с ней, потренироваться. Но, по крайней мере, я, наверное, как сказать, предвижу определенный хейт. Это, в принципе, это нормально. В том смысле, что сейчас время такое. Сейчас время, такое время. Вот. В целом, я, наверное, предвижу его. Ну, ничего страшного. Я к этому отношусь спокойно. Будет хейт и будет. Не я первый, не я последний. В общем, надо будет попробовать поиграться с ней. Ну, тогда, в общем-то, посмотрим, сделаем вывод. Ну, по крайней мере, я, наверное, все-таки не ошибусь, если я скажу, что вот то, что я сделал, это точно не хуже того, что было. Потому что то, что было, фиксаторами за одни бабки, ну, при всем уважении назвать очень сложно. Все, на этом первая часть, я считаю, завершена. Красить я, наверное, не буду. Мало ли что. И так нормально. Вот. Ну и все пока. Вторая часть уже будет, собственно, про регулировку. Все, спасибо за внимание.